Всем привет, меня зовут Вадим, и сегодня мы с Алексеем сделаем видеообзор винтового компрессора Allloop SCK 30500+. И мы разберем, из чего он состоит, что входит в комплект поставки, как он работает, его плюсы и минусы, разберем, что внутри, и даже разберем обзор сервис-кита на 2000 часов. Вот, посмотрим даже, как его обслуживать. Хотел немного начать с истории бренда. Это Allloop Kompressoren. Это немецкий бренд, 1923 год основан. Делали они сначала поршневые компрессора, потом они до 80-х годов делали только поршневики, потом начали изготовление винтовых компрессоров. Сейчас эта компания входит в концерн огромнейшая Atlas Copco, и уже не в Германии сборка происходит, а в Италии на производстве концерна Atlas Copco. Модель 30500 плюс говорит о том, что 30 это количество лошадиных сил, а если мерить в киловаттах, то это 22. Плюс говорит о том, что здесь есть встроенный рефрижераторный осушитель, и 500 о том, что это все установлено на 500-литровом ресивере. Такая компоновка позволяет сэкономить место, да, сейчас практически все компании давно так делают для экономии места. Здесь что еще? Основные элементы компрессора — это электрическая часть, сам компрессор вот здесь и рефрижераторный осушитель. Все это на одной раме. Компрессор поставляется в полностью готовом состоянии, уже готов к работе. Давайте посмотрим, что у него есть внутри. Вместе с ним у нас есть тут инструкции. Да, давайте взглянем, что у нас тут, что нам тут дают. Так, здесь всякая ненужная информация по безопасности. Безопасность. Вот здесь из полезного есть электрическая схема всех подключений. На русском, кстати, тоже все есть. Полностью все на русском языке, на английском, на всех языках. Так, все это по безопасности. Основная инструкция, она находится на диске. Так удобненько он так открывается. Все на диске, вся инструкция по эксплуатации, по сервисному обслуживанию тоже на русском языке есть. Посмотрим. Сейчас нам Алексей расскажет, что там внутри. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вадим уже вам рассказал такую общую информацию о компрессоре. Я хочу рассказать, наверное, то, что внутри, как его обслуживать, легко ли, просто, удобно ли расположены все элементы. Начнем, наверное, вот с основной части, где находится сердце компрессора, винтовая пара, двигатель, и остальные элементы его. Значит, есть такой ключик, вот, пластмассовый уже, до этого шли железные. Значит, на нем сразу уже различные ключики для всех, для электрического шкафа, для шкафа, где расположена сама пара, двигатель. Значит, вот, вроде так просто открывается. Значит, сразу замечу, здесь вот на крышке есть отверстие, через которое мы сможем наблюдать масло в компрессоре. Это очень удобно, что не надо снимать крышку, чтобы посмотреть масло в компрессоре. Внутри мы видим, маслобак. Маслобак сделан по типу центрифуги. Значит, очень удобно расположен. Значит, слив масла уже присутствует здесь такой вот шланг. То есть не надо ничего придумывать, просто достали шланг, слили в какую-то емкость масла и закрыли кранчик. Сразу тоже есть кран, что нельзя сказать о многих других компрессорах винтовых. Как правило, там нет ни шланга, нет этого крана, приходится ключами откручивать. Это очень неудобно. Здесь уже все продумано, красиво и удобно. Значит, также здесь с передней стороны есть пробка залива масла, тоже очень удобно, потому что бывает, что к ней очень трудно подлазить, приходится изобретать какие-то лейки, трубочки, все это очень здесь удобно сделано. Значит, сверху маслобака расположен блок, фильтр масла. Фильтр масла достаточно легко здесь выкручивается спереди, и воздушный сепаратор сзади. То есть это меняется раз в 4000 часов, по-моему, в инструкции там написано. Значит, также здесь вот воздушный фильтр сзади есть, он тоже в защитном корпусе, его можно, в принципе, отсюда же из этого окна и поменять.
Касательно остального, значит, за баком расположен сам двигатель. Вот единственное, что неудобно в этом компрессоре, я так понимаю, но это вот замена ремней. Потому что здесь она закрыта кожухом. И по всему поменять просто так не получится. Придется разбирать компрессор, снимать сзади кожух, подлазить и менять ремни. Ну, вот отсюда видно, что там где-то 3 ремня. То есть вот единственный минус такой по обслуживанию. Значит, шкаф управления электрики тоже открывается этим же ключом. Вот. Ну, панелька обычная, монохромный дисплей. Значит, стандартная автоматика, ну, как и атлоскопка. Значит, на ней отображаются параметры давления, температура сжатого воздуха. Также есть точка росы, так как тут осушитель у нас установлен. Значит, ну и различные какие-то уставки, наверное, входов, выходов на нагрузку, простой. Вот. Вот такое простенькое меню. Значит, что внутри? Внутри достаточно простенькая автоматика. Значит, все мозги, скорее всего, находятся в этой же панели. Вот, здесь только магнитные пускатели. Ну, подключение. Единственное, что здесь вот при подключении мы увидели, что достаточно неудобно провести кабель. Просто он через все, либо его поверху надо вести, и отдельно идет питание на осушку. Хотя можно было сделать это просто тут развести там фазы. Вот. Но это такой несущественный минус компрессора. Вот. Сама осушка стоит вот в этом защищенном кожухе. По сути, это просто обычная осушка, ее просто поставили внутрь и закрыли еще раз. То есть она там в своем же корпусе со своей автоматикой, то есть она отдельно стоящая, но ее закрыли, чтобы ее не было видно. Значит, если вот можно посмотреть здесь, она вот ее видно. Значит, отвод конденсата тоже, в принципе, выполнен с той же стороны, где и выход воздуха. Обычно, мы поставили трубку там на 8 миллиметров, ее хватает. Вот. Раз там в 5 минут он сбрасывает конденсат. Выход из компрессора, в нашем положении не очень удобно, потому что расположение оборудования так сделано, что он не подходит. То есть у нас компрессор стоит сюда лицом, там наше оборудование туда лицом, но это несущественный минус. Вот, значит, дюймовый выход, внутренняя резьба, все, в принципе, больше никаких минусов как бы нет. Все это стоит, значит, на ресивере 500 литров. Ресивер покрашен в черный цвет. Почему-то прошлые компрессоры были белого цвета. Вот. Это не суть важно. Значит, вся вот эта система, которая установлена на ресивере, она закреплена, скорее всего, жестко. Да, жестко. То есть она жестко закреплена. Но сама винтовая пара и двигатель, они закреплены на виброгасящих вставках, таких резиновых, да. То есть, и когда компрессор приходит, вот даже мы, кстати, забыли снять одну, если туда посмотреть, там есть такая красная штучка, она, значит, удерживает компрессор, как в стиральной машинке, чтобы он не трясся, там ничего с ним не случилось. Тоже, в принципе, очень удачно они делают, потому что при длительной транспортировке эти резиновые вставки просто там могут оторваться, если будет какая-то сильная яма там на дороге или еще что-то. Значит, что еще в этом компрессоре, в принципе, сделано удобно. Но, значит, схема подключения компрессора такая, что сжатый воздух сначала осушается, а потом идет в этот ресивер. Это позволяет не устанавливать дополнительный конденсатоотводчик на ресивере, да, и не нужно самому оператору там раз в сутки после того, как отработал компрессор, сбрасывать накопившуюся капельную влагу из ресивера, да. То, что если в других моделях были такие модели, где сначала идет сжатый воздух, идет в ресивер, а потом в осушку, там каждый день, то есть после отработки, нужно было сбрасывать конденсат, чтобы там он не скапливался, все это не ржавело и потом не взорвалось в один день. Значит, в принципе, компрессор мы запускали, работает он достаточно, как сказать,
не тихо. Вот, как пишет 63 дБ, это вряд ли, потому что работает он достаточно громко. Так, значит, это осушка. Значит, что, ну, как я и говорил, значит, осушка видно, да, установлена в своем корпусе. Вот, единственное, что осушка, она у нас просто напрямую прикручена, вот, или приклепана даже на заклепках, то есть даже ее, если что-то с ней случись, ее отсюда будет достаточно сложно, я думаю, снимать. Сжатый воздух выходит из компрессора, идет в осушку. Значит, дальше выходит из осушки вот такая вот какая-то хитрая приспособа. Значит, это часть воздуха идет сразу потребителю, а часть идет в ресивер. Значит, ну, в большинстве компрессоров раньше я такого не видел. Значит, ну, почему? Потому что воздух шел сначала в ресивер, а уже потом из ресивера он шел потребителю. Значит, здесь, я так понимаю, сделали для того, чтобы, если компрессор работает в полную мощность, то воздух сразу идет у нас потребителю, ну и какая-то часть идет в ресивер. Когда какие-то пики, провалы по производительности, скорее всего, часть воздуха, которая уже накопилась в ресивере, идет, ну, подпитывается обратно. Вот. На выходе стоит циклонный влагоотделитель, скорее всего, значит, он отбивает капельную влагу, которая все-таки пролетела после осушителя. Значит, видим здесь трубочку отвода конденсата, там, скорее всего, поплывковый метод отвода. И также есть трубочка от автоматического отвода конденсата, который стоит уже в осушке. Значит, это все объединяется в один коллектор и выводится, ну, у нас это выводится на улицу. Значит, разберем, посмотрим, что за второй крышкой. Здесь мы видим двигатель. На нем какие-то иероглифы. Непонятно, что производство. Двигатель Siemens. Двигатель Siemens, в принципе, это хороший двигатель. Значит, винтовая пара, винтовой блок. И обвязка его тут, в принципе, вся понятная. Значит, ремень закрыт защитным кожухом. Здесь же мы видим, значит, я так понимаю, это, наверное, какой-то отбой от попадания крупных частиц, чтобы они какие-то там, эта грязь не пролетела нам сразу в вентилятор. Вентилятор установлен на оси двигателя. Вот. Дальше идет ременная передача. 3 ремня, и они запитывают нашу пару. Значит, касательно виброгасящих вставок, ну, мы видим, да, что эта вся система как бы вот закреплена так, чтобы вибрация не передавалась на корпус компрессора, ну, тем самым она предотвращает откручивание каких-то элементов, ну и как бы работает гораздо тише. Значит, радиатор охлаждения сжатого воздуха, вот он установлен вверху. Значит, с помощью этого вентилятора, который на оси двигателя установлен, он пропускает воздух через этот радиатор, охлаждая его. После этого сжатый воздух вот уже пошел у нас в осушку. Значит, доступность ко всем элементам, в принципе, прямая достаточно. За исключением ремней. То есть, чтобы поменять ремни, опять же говорю, придется здесь что-то снимать. Но, скорее всего, только вот эту крышку, вот эти 3 болта. Вот. И, в принципе, наверное, все-таки уже можно будет поменять. Натяжных каких-то роликов тут нет. Ну вот, можно будет приспустить всю пару, тем самым ослабиться ремни, снять, поставить, поднять наверх, подтянуть и собрать все назад. Значит, ну, в принципе, все. Компрессор мы испытывали на его характеристики. В принципе, все характеристики он держит, заявленные, которые там были. Вот. В принципе, простой, обычный компрессор. Значит, никаких особенных фишек, наворотов в нем нет. Значит, обслуживается достаточно просто. Все элементы находятся доступно для сервисного инженера. Значит, простое, интуитивно понятное меню. В принципе, все. Ну, единственное, что я же говорю, это остается замена ремней. Вот.
Все остальное, все остальные элементы расположены достаточно просто, открыто, не вызовет никаких трудностей для обслуживания. Хороший добротный компрессор. На стол мы выложили два таких сервисных кита, которые нам дал производитель, значит, на 2000 часов и на 4000 часов. Вот, значит, что входит в сервисный кит на 2000 часов? Это значит вот такие две коробочки, в которых у нас масляный фильтр с прокладочкой, с резиночкой, там она внутри. Значит, вот она. И, скорее всего, да, это картридж воздушного фильтра, который стоит на входе в винтовую пару. Значит, вот. Дальше у нас в сервисный кит на 4000 часов добавляется еще эти же два фильтра, и еще добавляется сепаратор. Сепаратор меняется раз в 4000 часов. Также здесь у нас есть это такая вот фильтр грубый. Ставится он на входе в компрессор вообще. То есть вот он здесь установлен уже. Он меняется здесь снаружи. То есть надо, скорее всего, из этой штуки вырезать по размеру. Да, она чуть больше. Ну и установить туда. Значит, это меняется раз в год. Каждый год это меняется, либо раз в 8000 часов. Также у нас здесь есть масло минеральное. Кстати, минеральное масло меняется каждые 2000 часов. Если зальем синтетику, то его можно менять раз в 4000 часов. Но фильтр масляный все равно меняется каждые 2000 часов. Ну и также есть у нас ремни. Они тоже рассчитаны на 8000 часов. Вот 3 ремня, они все 3 ремня и ставятся в компрессор. Значит, вот на столе, кстати, вот мы сняли фильтр, видите, как видно, может, на камеру, как он загрязнен от пыли. То есть это вот компрессор поработал 2 суток. То есть он все-таки работает, защищает, чтобы это все не летело в компрессор. Значит, данный кит, то, что на столе расположено, это на год работы компрессора. На год работы компрессора в обычном режиме, не в круглосуточном, то есть, смена по 12 часов. Сервис компрессора можно выполнять собственными силами, можно подписать сервисный контракт с производителем, с представителем компании Alup в России. Вот. Можно также делать самому. При сервисе, если будете делать сами, то гарантия не слетает, то есть как у некоторых других производителей. Вот. То есть это по вашему желанию. То есть, как вы уже видели, обслуживание компрессора довольно простое. В принципе, любой инженер, механик справится с этой задачей в течение полдня, наверное, все у него получится. Подведя итог нашего обзора про этот компрессор Alup, что можно сказать? Значит, серия компрессора SCK. Компрессор достаточно прост, никаких лишних наворотов нет, обслуживается довольно просто. Все обслуживание происходит, как я уже говорил, там спереди компрессора панель откидывается ключиками. Вот, там происходит замена фильтра, замена масляного фильтра, воздушного, замена сепаратора. Вот, ремни меняются сзади, вот, крутятся 3 болта. Вот, управление компрессора в принципе простое. Нажал кнопку — работает, выключил — не работает. Значит, все. Вполне простой компрессор. Отработал у нас 2 суток, никаких нареканий не вызывает. В заключение хочу сказать, что таких компрессоров установлено в России уже больше 1000. Есть свой технический центр в Москве, есть сервисные службы в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Москве и в Саратове. Да? Соответственно, никаких проблем у вас с ними не возникнет. У нас, во всяком случае, не возникало. Сейчас этот компрессор у нас идет в комплекте со станцией генерации азота. Вот, это был обзор от компании General Gas. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите наши обзоры. До новых встреч!